Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале Фэншоп полезные и не очень. Сегодня у нас будет очередная распаковка смартфона. На этот раз у нас Realme 7 5G. Заказывал он на Алиэкспрессе, пришел он вот такой весь помятый. Перейдите по ссылке, посмотрите, как он ко мне приехал, в каком состоянии он прибыл. Меня это, конечно, немного возмутило, но ничего, сам телефон остался целый. Сегодня мы его откроем. Телефончик вроде неплохой, на новом процессоре. Давайте я продемонстрирую. Так, здесь у нас получается Realme 7 5. В цвете у нас Baltic Blue. Вот Dimensity 800U. 5G чип MediaTek. Быстрая зарядка на 30 Вт. 5000 миллиампер батарея. Довольно-таки большая. 48 мегапикселей у нас модуль. И самое главное 120 Гц экран. Давайте приступать. Погнали. Вот в такой вот желтенькой коробке он к нам приезжает. Все по стандарту. Интересная модель Realme 7 5G. Желтенькая коробочка. Открываем ее. Здесь нас встречает вот такой вот конверт с надписью Hey, welcome to Realme Family. Добро пожаловать в семью Realme. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас в конверте инструкция, Quick Start Guide, соответственно. Сейчас посмотрим, русский у нас есть, нет. Ай, так. Давайте пролистаем, посмотрим. Я думаю, нет. У нас версия, по-моему, китайская, хотя может и будет где-то, не знаю, ребят. Так, ну и здесь у нас точно такая же, походу, да? Давайте посмотрим, есть ли у нас русский язык. Зачем столько макулатуры, я не знаю, конечно. Серийные номера, здесь все дела. Гарантийный талон. Так, русского языка у нас нет. Словацкий есть, английский. Ну ничего, я думаю, без нее разберемся. Так, инструкция макулатуру отставляем в сторонку. Чехол. Ребят, чехол плотный. Серенький, хорошо, что не белый. Потому что белый желтеет очень быстро и такое себе на самом деле. Плотный, хороший чехол, без заглушки. Так, далее. Это отставляем в стороночку. Далее у нас идет вот такая вот картонная прокладочка. Куда же без нее. Так, ну и нас встречает дальше сам телефон. Так, не торопимся. Телефончик пока мы оставляем в сторонку. Так, дальше у нас встречает зарядка. Зарядка быстрая у нас, Dart. Давайте посмотрим, на сколько ватт. 30-ваттная зарядка, ребят, видите? Быстрая 30-ваттная зарядка, евро. Это очень здорово. Дальше у нас шнур USB Type-C. Да, ну и скрепочка. Скрепочка. Такая немножко помятая, но это у нас почта виновата. К сожалению, посылки у нас начали приходить все мятые. Не знаю, с чем это связано. Одна, кстати, посылка у меня до сих пор потерялась и не пришла. Она уже больше 1,5 месяцев на почте, ребят. Я, может быть, выпущу видео, как пытаться вернуть эту посылку. Ну, посмотрим. Это будет позже. Так, давайте дальше переходим к нашему аппарату. Так, вот в такой вот пленочке это все дело у нас поставляется. Интересно. Открываем. Красавчик. Вот. Пленочка у нас, ребят, сейчас замечу. Сразу же у нас наклеена с завода. Так, включаем. Завибрировал. Realme. Красавец. Давайте пробежимся по его кнопкам и элементам управления. Так, справа у нас. Так, стоп. Русский язык. Так, давайте я его дальше поднастрою, чтобы он включался и я не тратил время. Так, Россия. Следующее. Так, принимаю. Да, ребят, сейчас я его поднастрою и вернусь.
позже. Добро пожаловать в Realme. Вот тут очень быстро настраивается. Кстати, в отличие от Xiaomi, там у них очень все это долго. Так, с правой стороны у нас одна кнопочка физическое включение. Кнопочка включения и разблокировки. Снизу у нас динамик, решетка динамик, USB Type-C, микрофон, 3,5 мм джек. С левой стороны у нас находятся качельки и регулировки громкости, вверх-вниз. Лоточек, давайте мы сразу откроем, посмотрим. Так, какой у нас, ну, я думаю, полный лоток, куда без этого. Все-таки это у нас модель не премиум сегмент, поэтому смотрим. Нет, ребят, смотрите, комбинированный. То есть можно будет ставить одну сим-карту и флеш-карту, или две сим-карты без флеш. Странно. Это действительно странно. Это минус, ребят. Это минус. Ну ладно. Сверху у нас еще один микрофон. Инфракрасного порта у нас нет. Так, сверху у нас еще, сейчас я приближу, решеточка динамика. Камера одна. Камера у нас фронтальная на 16 мегапикселей. Так, давайте посмотрим по поводу. Подбородочек у нас небольшой имеется, но он не совсем, ну он совсем малюсенький, то есть практически его нет, что не может не радовать. Сам аппарат у нас, сама диагональ экрана составляет 6,5 дюймов. Разрешение у нас 2400 на 1080 дюймов, то есть по факту он компактный такой, ребят. Давайте сзади посмотрим. Сзади у нас вот таком у нас ультра, видите, он сразу отпечатки пальцев себя заставляет. Конечно, это минус, ну что сделаешь. Так, давайте вот эту штуку уберем. Она нам не нужна. Серийные номера все. Вот он, красавец. Так, смотрим, ребят. Дизайн такой самобытный, в принципе. Надпись Realme. Хотя, как и большинство всех их основных аппаратов. То есть дизайном они, конечно, не блещут. Так, здесь у нас модуль, состоящий из 4 камер. Основная у нас на 48 мегапикселей. Ультраширик. Ребят, ультраширик на 8 мегапикселей. Макрообъектив 2. И сенсор глубины на 2 мегапикселя. То есть, в принципе, бесполезно. Да, и у нас здесь вот она, вспышечка имеется. Так, ну что, давайте мы его включаем. Realme, он поднастроился, запустился, имеет такой вот интерфейс. Сам по себе дизайн неплохой, мне нравится, но в принципе, как и большинство аппаратов Realme, быстрый работает. Здесь у нас NFC, сканер отпечатка у нас сбоку. Давайте сейчас сразу и проверим, привяжем. Добавить отпечаток пальцев. Попробуем, как он будет работать. Нажимать не надо, слегка. Просто касаться. Все, готово. Давайте проверим, ребят. Блокировочка. Моментально. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Очень быстро. Реагирует очень быстро. Давайте проверим сразу, как у нас в чехле он будет сидеть. Оп. Смотрите, ребят, замечу, края выпирают, то есть смело можно его ложить вот так. И все нормально. Экран не задевает. Слушайте, нормально. Вполне себе. Так, это что такое? Убираем. Непотребство. Вполне даже. Напишите, ребят, как вам телефон Realme. Довольно неплохо. Компактный он такой. На самом деле. Легко в руке лежит. Так, весит он, напомню, ребят, 195 грамм. Давайте мы сейчас его проверим заодно. Так, с чехлом, ребят. Оп. С чехлом 219 грамм. Без чехла 199 грамм. Камера, ребят, смотрите, будет задевать, если вы так будете ложить. Но, когда мы одеваем ее в чехол, она не должна задевать. Я думаю.
Смотрите, ребят, все. То есть можно смело ложить на пол. Убираем весы. И видите, он не шатается. Чехол хорошо продуман. Видим. То есть можете ложить на пол смело, не поцарапайте. Хоть так, хоть так. Вообще без разницы. Это очень хорошо. Молодцы. 5 вам, ребят, за это. Пока что только положительные эмоции от этого телефона. Давайте проверим камеру. Как он у нас на стоке будет работать. Сразу сфотографируем. Быстро довольно. Так, улучшение. Я смотрю, яркость сразу добавляется. Так, напомню, ребят, это у нас 48 мегапикселей. Здесь у нас стоит четверной модуль камеры. Один у нас на 48 мегапикселей, второй ультраширик на 8 мегапикселей, макрообъектив на 2 мегапикселя и сенсор глубины тоже на 2 мегапикселя. Фронталочка у нас, давайте мы ее продемонстрируем сразу же. Фронталочка у нас на 16 мегапикселей. Так, принимаю, разрешаю. О, неплохая, ребят. Детализация хорошая. Вполне даже. Прикольная. Так, здесь у нас основной модуль. Ну, неплохо. В принципе, неплохо. Отрабатывает. Давайте попробуем видео снять. Видео, тест. Оп. Видео. Конечно, я буду это все дело тестить чуть позже. Нормально, качественно. В принципе, довольно неплохо. Отрабатывает. На первый взгляд все быстро, все замечательно. Яркий экран, дисплей сочный. Так, здесь у нас IPS, ребят. Никакого AMOLED, но IPS качественный. 2400 на 1080 дюймов. Очень хороший экран. Давайте мы быстренько попробуем что-нибудь включить у нас на YouTube. Проверим быстро звук. Звук хороший. Угу. Экран довольно яркий. Да, звук хороший, ребят. Звук очень четкий. Так, что еще забыл сказать, ребят, по процессору. Процессор у нас здесь стоит новый. Мне он очень будет интересно его протестировать. Это у нас Dimensity 800. По поводу памяти версия на 6 128 гигабайт. 6 оперативной 128 гигабайт встроенной памяти своей родной. Что у нас дальше? NFC модуль, конечно же, само собой, куда без него, с коробки работает. То есть, вот NFC, ребят, включаем аккаунт и оплачиваем свои покупки. Быстро и хорошо. Вот эта шторочка, мне она очень нравится. Это, во-первых, удобно, не надо лазить нигде. Заходишь, пожалуйста, калькулятор тебе под носом. Пользуйся. Что хочешь, то и делай. Считай, что угодно. Быстро, хорошо, удобно. Потом быстренько надо. Записал что-нибудь, скриншот экрана сделал. Все хорошо, все замечательно, ушло в сеть или куда там вам надо. Хоп, быстренько, надо что-то записать с монитора. Хоп, свайпнул. Джак, запись экрана. Пошла запись экрана. Пошла запись, видите? Все, отлично. Все. Бамс, нажали. Бамс, все. Скриншот просмотрели. Вот, пожалуйста, все, что мы записали с вами, видите? Все, прекрасно работает, все замечательно. Очень круто сделан, ну и очень быстрая оболочка, в отличие от MIUI, с ее кучей разными настройками. Забыл сказать, что здесь аккумулятор стоит на 5000 мА, который в теории должен дать работы где-то 2-3 дня свободно. А с учетом, что у нас еще стоит процессор Dimensity 800, он не сильно прожорливый. Это все дело у нас проработает 2-3 дня как минимум. А быстрая зарядка на 33 Вт, ребят, зарядит это все дело буквально за 30-40 минут. Я думаю, потестирую, но мне кажется, через часик она и будет заряжать. Аппарат неплохой, в целом буду тестировать его. Позже запишу более подробный обзор со своими впечатлениями о данном девайсе. Ну что, спасибо, ребят, кто досмотрел видео до конца. Ставим пальцы вверх, если понравилось видео. Подписываемся на канал, кто до сих пор не подписался. Пишите внизу, у кого этот аппарат на руках, как вам сама оболочка. Realme. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. Пока-пока.